Привет! И добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, расширить свои знания и чувствовать себя в русском более уверенно. Один из самых важных аспектов в иностранном языке – это речь. Речь надо практиковать, иначе какой смысл в изучении языка? Ведь основная цель – это общение. Конечно, мы не берем в расчет тех людей, которые учат его, чтобы, например, читать какие-нибудь произведения, или для того, чтобы понимать фильмы, или с какой-нибудь другой целью, в общем, не для коммуникации. Но таких людей меньшинство. Безусловно, самый эффективный способ – это говорить с кем-то, в идеале с носителем. Он помогает, не осуждает, помните об этом, сам использует те речевые обороты, которые распространены в его языке. То есть это не школьный, не книжный язык, а живой. Такой, какой мы должны применять. Но, увы, не у всех есть возможность общаться с носителями, поэтому давайте сегодня поговорим о том, какие есть способы для практики речи в одиночку, и соберем их в кучку. И начнем с того, что очень полезно говорить самому с собой. О чем душа просит? Рассказать какую-нибудь историю, описать дом, который стоит напротив вашего, порассуждать о предстоящем отпуске. А еще очень эффективно это будет делать со словами, которые вы только что выучили. Например, у вас есть список слов, которые вы как бы запомнили. Но чтобы их запомнить не как бы, а по-настоящему, нужно, первое, много их повторять, и второе, учить в контексте, чтобы процесс запоминания прошел как можно быстрее. А что может быть лучше контекста, который вы сами для себя создадите? Например, я беру слова лампа, цветок, окно и солнце. И составляю из них устный текст. К сожалению, сегодня не светит из окна солнце, поэтому мне приходится использовать лампу, чтобы его заменить. А рядом стоит красивый большой цветок. Как-то так. Таким образом, если в голову не лезет конкретная тема, или вы не хотите говорить о чем-то конкретном, можно выдумать любой текст. В случае с новыми словами получится двойная польза. Или же вы можете проговаривать любые совершаемые действия вслух. То есть вы просто ходите по дому, что-то делаете и параллельно описываете свои действия. И так тоже зачастую открывается много новой лексики, потому что у вас наверняка возникнут вопросы, вы чего-то будете не знать, и придется заглянуть в словарь. Даже если на это будет уходить несколько минут в день, это в любом случае лучше, чем ничего. Дальше мое любимое shadowing, или техника теневого повтора, как это переводится на русский. Очень хорошая практика для развития речи, произношения и ритма, с которым говорят носители. Подробно на ней останавливаться не буду, так как у меня есть целое видео, посвященное этой теме, и все ссылки будут внизу, но если вкратце, вы повторяете за носителем и стараетесь максимально похожим образом его имитировать. Следите за тем, как он произносит слова. Если непонятно с первого раза, перемотайте назад, переслушайте, уменьшите скорость, делайте упражнения с одним и тем же аудио или видео несколько раз. Не расстраивайтесь, если прямо сразу не получается заговорить так, как он. В дальнейшем тоже не получится. Шучу. Хочу просто сказать, что мы не стремимся к совершенству, потому что его достичь крайне сложно, и дана Дали. И одним шедоуингом здесь не обойдешься. Но с его помощью получится заговорить с нужным ритмом и ясным произношением. Потому что произношение должно быть именно ясным и понятным, чтобы носитель не ломал голову над тем, что мы хотим ему сказать. А остальное уже не столь важно. Третье, кажется, записывать себя на диктофон. Это полезно для того, чтобы отслеживать свой прогресс, отмечать ошибки, которые мы делаем, потому что, как правило, во время разговора они незаметны, а когда начинаешь слушать, то уже многое бросается в ухо. Так, тут надо объяснить. Выражение «бросается в ухо» нет, я его придумала сама. С отсылкой к выражению «бросается в глаз», которое означает, что что-то привлекает внимание, визуально. А когда я говорю, что что-то бросается в ухо, то имею в виду, что что-то привлекает внимание аудитивно. Так вот, с прослушиванием диктофонных записей я так делаю даже на русском. Обожаю прослушивать свои голосовые сообщения, чтобы проанализировать свою речь,
отметить моменты, которые мне хотелось бы поправить, или наоборот, отметить улучшения. Ну и мне просто нравится себя слушать. А на иностранном языке, опять же, двойная практика. Вы сначала говорите, а потом слушаете. То есть и тренировка речи, и следом аудирование. А потом еще работай над ошибками. Приложения с искусственным интеллектом. Их сейчас очень много, и это тоже может стать отличной разговорной практикой. Смысл в том, что вы говорите с искусственным интеллектом на любые темы, задаете ему вопросы, возможно, отвечаете на его вопросы. То есть это практически полноценный диалог, где вы коммуницируете с кем-то другим. Более того, искусственному интеллекту можно задавать грамматические вопросы. Он ответит, почему правильно вот так, а не иначе. Исправит ошибки, научит произносить сложное слово. В общем, выполнит любой запрос и на любом языке. Конечно, они не все идеальны, и многие сами могут допускать ошибки, но как один из вариантов это тоже очень неплохой инструмент. Если вы уже какое-то время за мной следите, то видели интерактивные диалоги, где предлагается ситуация, в которой мы поочередно играем разные роли. Хорошее упражнение, которое так же, как и shadowing, техника теневого повтора, дает возможность попробовать говорить со скоростью носителя и придерживаться его темпа. Плюс там обычно предлагаются диалоги, которые могут произойти в реальной жизни, то есть все реплики состоят из живой речи. Во время этого упражнения вас никто никуда не торопит, вы спокойно можете поставить на паузу и проговорить столько раз эти реплики, сколько вам нужно. А теперь немного коснемся грамматики и зададимся вопросом. Как запомнить сложную грамматическую конструкцию, которая либо просто сложная для запоминания, либо лень тратить на нее время, потому что и без нее как-нибудь объяснюсь. Я для себя открыла очень неплохой способ запоминать подобные конструкции через любимые песни или видео. Например, какое-нибудь условное наклонение. Не знаю, что для вас может быть сложным в русском языке. Явно не буква «ы». В общем, любой момент, который вам бы запомнить, но не получается или не хочется, можно отыскать в какой-нибудь песне. Наверняка он где-то будет. Почему мне кажется, что с песнями это эффективнее всего? Потому что запомнить просто фразу сложнее, если вы ее не повторяете изо дня в день. А песню вы напеваете часто. И когда поймете при разговоре с самим собой, что вам нужна эта конструкция, то вы ее можете из песни выдернуть и применить к своей ситуации. Ну и, конечно, раз уж коснулись песен, поговорим про песни. Для того, чтобы оттачивать свое произношение, очень полезно петь. А петь это всегда так весело! И в этот момент вы опять учите новые слова, фразы, грамматические конструкции и, в нашем сегодняшнем случае, тренируете произношение, стараясь подражать любимому или нелюбимому исполнителю. Поэтому петь очень советую. Вообще в целом, но особенно на языке, который вы учите, в данном случае на русском. Помните еще, что важно при речевой практике четко проговаривать слова. Особенно, когда вы только учитесь говорить, когда у вас получается еще не настолько хорошо, что носитель вас сразу же понимает. Лучше говорите не очень естественно, но понятно, чем слишком естественно. Буду очень рада, если вы поделитесь своими любимыми техниками, которые я не упоминала, потому что я очень люблю практиковать речь разными способами, и если есть что-то новенькое, о чем я не знаю, то с радостью это протестирую. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, что вы что-то обязательно попробуете из этого списка или уже активно практикуете. И возвращайтесь. Пока!